Привет, друзья! Сегодня мы поговорим про такой тип констрейнтов, как ограничитель пути. Что же делает данный ограничитель? Все достаточно просто. Он корректирует трансформацию костей с помощью путей. Кости могут быть перемещены по траектории пути, а вращение настроено на точку вдоль траектории. Path Constraint можно использовать, чтобы заменить ключи перемещения. Это позволит проще контролировать движение с помощью путей. Обычно таким констрейнтом ограничивается несколько костей, вот как в данном случае, а затем данные кости управляются путем манипулирования траекторией пути. Так можно сильно упростить себе работу. Чтобы создать Path Constraint, нужно для начала иметь готовый таргет-путь. Поэтому сначала создадим данный путь. Мы уже проходили данный инструмент, поэтому сложности не должно возникнуть. Выбираем кость, в которой хотим положить данный путь. Нажимаем «Новый путь». Пишем название. Давайте напишем Path 5. Нажимаем «Ок». И создаем наш путь. Нажимаем здесь, перемещаемся, нажимаем здесь. Давайте, вот это будет наш путь. Окей. Закрываем инструмент. После создания пути нужно выбрать кости, которые необходимо ограничить. Так как костей у нас сейчас нет, давайте создадим их. Также давайте выделим кость root, нажмем кнопку N, чтобы войти в режим создания костей, либо нажмем на вот эту кнопку Create и создадим нашу кость. Давайте создадим ее длиной в 1000. Окей. Теперь разделим эту кость на 10 костей, нажимаем ОК, и каждая кость теперь у нас равна 100 пикселям. Отлично. Теперь у нас есть кости. Давайте переименуем их, назовем их New Bone и порядковый номер. Нажмем ОК, и вы видите, что у нас появился у всех название новая кость и порядковый номер. Итак, у нас есть путь. Можем его немножко подкорректировать, сделать его подлиннее. И у нас есть кости. Давайте покрасим их, допустим, в черный цвет, чтобы отличать. И путь у нас тоже покрасим в черный цвет. Сделаем наши кости немножко более заметными. Я просто их по оси Y увеличу, чтобы они были просто визуально больше видны. Теперь с выбранными костями мы нажимаем в свойствах «Новый», Path Constraint, и выбираем тот путь, который мы создали недавно. Нажимаем на него. Появляется меню, в котором нужно назвать наш Path Constraint. Давайте назовем Path 3. Нажимаем ОК, и мы видим, что наш Path Constraint был создан. Он располагается в разделе с констрейнтами, и теперь наши кости расположились от начала пути, то есть вот начало нашего пути, расположились вдоль этого пути. Смотрите, выбирая путь, когда мы создаем Path Constraint, мы на самом деле выбираем не путь, а мы выбираем слот, в котором лежит данный путь. И это важно, так как Path Constraint будет использовать путь, который в данный момент виден для слота. Это обеспечивает дополнительную гибкость, поскольку один Path Constraint может работать с несколькими путями. Вот смотрите, я тут сделал несколько путей в одном слоте. Давайте перейдем к этому Path Constraint и перейдем в слот этого пути. И здесь вы видите у нас в данный момент 3 пути в одном слоте. И видим у нас вот этот путь, слот Path 3. А наши кости располагаются вдоль этого пути. Если я сейчас выберу другой путь, нажму вот сюда, то вы увидите, что кости приняли траекторию нового выбранного пути. То есть тот путь, который сейчас виден в слоте, он и будет активный, и к нему и будет применяться наш Transform Constraint. Если я выберу первый путь, то вы увидите, что путь изменился, и также по траектории этого путя располагаются кости, одни и те же кости. И это очень удобно. Давайте разбираться с настройками Path Constraint. Первое свойство – это Bonds. Здесь показаны кости с ограничениями. Если ограничена только одна кость, если вот у вас здесь не 10 костей, а только одну кость вы захотели пустить по вот этому пути, то нажав на нее, вы выберете ее в иерархии. Если ограничено несколько костей, как в нашем случае, то они отображаются в поле выбора. И порядок расположения костей на траектории можно изменить, открыв вот это окно выбора и перетащив кость вверх или вниз. Вы видите, что я перетаскиваю шестую кость, и она меняет свое положение. Логика выбора кости в данном случае идентична. Если вы нажмете на кость какую-либо, она будет выбрана в иерархии. Но есть и более простой способ. Если перемещаясь по закрытому меню вот этому, вы просто можете правой клавишей мышки нажать на любую кость, которая здесь указана, и вы перейдете именно к этой кости. Если вы хотите поменять кости, которые будут следовать по вашему пути, нажимаете на карандашик и выбираете новые кости. Эта функция очищает все ограниченные кости и позволяет выбрать новые кости. И порядок выбора определяет, в каком порядке они будут расположены в пути. То есть, если я выберу все кости по порядку, то они будут расположены здесь по порядку. А если я выберу кости не по порядку, то вот эта кость переместится вот сюда, следующая, потом следующая за ней может быть вот это и так далее. Нажимаем снова на карандаш, чтобы выйти из этого меню. Если вы в чем-то ошиблись, вы можете переместить вот здесь кости в том порядке, в котором вы хотите. Далее у нас идет свойство Target. Это свойство показывает целевой слот. Если слот имеет видимый путь, то он также отображается. С щелчком мыши можно выбрать слот или путь. Также нажав на карандаш, можно выбрать новый слот, в котором хранится путь. Если я сейчас выберу вот этот путь, то мои кости переместятся вот на этот путь. Вы видите, что они теперь находятся вместе с фиолетовыми костями, розовыми такими костями на этом же пути. Давайте вернемся назад. Далее у нас расположилось свойство спейсинга. Данное свойство определяет расстояние между костями на траектории пути. И данный ползунок зависит от выбранной настройки спейсинга. А этих настроек здесь 4. Это длина, фиксированная, процентная и пропорциональная настройка. Если выбрана опция длина, то каждая кость размещается с учетом длины предыдущей кости. Значение интервала добавляется к длине каждой кости. Таким образом, если наша кость длиной в 100 пикселей, то введя значение минус 50, давайте введем минус 50, мы получим перемещение каждой кости, кроме первой, на минус 50 пикселей. Если мы добавим сюда значение 100, то вы увидите, что к каждой кости добавится 100 пикселей. То есть, грубо говоря, еще одна кость вот здесь может уместиться. И так с каждой костью. Далее идет опция Fixed. Эта опция размещает кости на равном расстоянии друг от друга и отличается от предыдущей опции лишь тем, что, начиная отсчет с нуля, означает нулевую разницу между положением следующей кости по отношению к предыдущей. То есть, если мы выставим здесь значение 100, то каждая кость переместится относительно предыдущей кости на 100 пикселей. Если мы выставим здесь значение 50,
то каждая кость переместится относительно предыдущей кости на 50 пикселей. То есть тут как кому нравится, какую опцию выбирать. Далее у нас идет опция процентная. Данная опция размещает кости на равном расстоянии, используя процент от общей длины пути. Если мы выбираем 100%, пишем сюда 100%, то вторая кость будет находиться в конце пути. То есть если мы отдалимся, мы увидим, что здесь вот расположены все вот эти кости. И каждая следующая кость будет находиться на расстоянии в 100% от длины вот этого пути. То есть между этой и этой костью будет, вот, можно будет поместить вот такой же путь. Надеюсь, это понятно. И чтобы разложить вот эти кости ровненько по вот длине вот этого пути, мы должны наши 100% поделить на количество костей, которые участвуют в этом констрейнте. То есть если у нас 10 костей здесь, то мы 100 делим на 10 и получаем значение 10. Значит, здесь мы, выставляя значение 10, поместим все кости в данном пути. Ну и последняя опция – это пропорционально. Кости располагаются таким образом, что занимают весь путь, если значение расстояния равно 100. То есть, если нужно сделать так, чтобы кости занимали 36% пути, то такое значение и нужно ввести. Вводим сюда 36, и наши кости занимают всего лишь 36% пути. Если напишем здесь 100, то наши кости расположатся на всей длине пути. Вот так это работает. Вот это свойство сплейсинг, вот этот слайдер, можно анимировать. Но заранее нужно выбрать настройку, в которой вы будете работать, так как ее поменять в анимации нельзя. Идем дальше. Свойство позиции. Данное свойство определяет, на каком расстоянии от пути будут располагаться кости. И тут есть также две опции. Это опция процентная и опция фиксированная. Первая опция фиксированная. Она размещает кости на фиксированном расстоянии вдоль траектории. То есть если у нас здесь стоит значение 0, значит первая кость будет располагаться в самом начале траектории, в нуле этой траектории. И наш путь теперь, вот если мы посмотрим наш путь, у него длина 1944 пикселя. Теперь, если мы перейдем в наш constraint и укажем здесь 1944, нажмем Enter, то вы увидите, что первая кость переместится в самый конец нашего пути. Если мы укажем здесь 1000, то данная кость пройдет 1000 пикселей от начала пути. Думаю, тут понятно. Мы также можем указывать отрицательные значения, и тогда, как я уже и говорил, кости пойдут вот по этой пунктирной линии. И то же самое случится, когда значение превысит 1900. Давайте укажем, допустим, 5000. Может, многовато, но нормально. Вот видите, что кости ушли вот по этой пунктирной линии. Это то, куда направлен наш путь. Если мы переместим сейчас вот этот тангент, возьмем и покрутим его, допустим, переместим, вы видите, что изменяется направление нашего пути. И таким образом изменяется направление вот этих костей. Ну, как я уже говорил, это нужно только для того, чтобы понимать, куда эти кости вообще уйдут, когда они пересекут значение длины этого путя. При выборе пропорциональной опции кости размещаются на расстоянии, равном проценту от общей длины траектории. То есть в начале пути это у нас 0%, в конце пути это у нас 100%. То есть мы здесь не учитываем пиксельную длину, а мы учитываем всего лишь процентную длину. И если мы выставим 50% здесь, то наша первая кость и последующие за ней кости переместятся на середину пути. Если мы поставим 100%, то наши кости переместятся в конец пути. Так, переходим ниже. Тут у нас свойство офсета, и это офсет поворота. Что данный офсет делает? Давайте посмотрим на другой путь, вот на этот. Значит, смещение поворота добавляется к повороту вычисленному Mix Rotate. Это сделано для удобства, чтобы кости могли быть направлены в другую сторону без необходимости использовать для этого дополнительные кости. Вы можете видеть, как кости поворачиваются вокруг своей оси. И эта опция не будет активна, если Mix Rotate выставлен на 0. Вот я сейчас сместил на 56 градусов. И если я начинаю понижать вот этот слайдер, убирать значение слайдера, то вы видите, что значения также меняются. И когда у нас слайдер стоит на 0 Mix Rotate, то все кости повернуты в ту сторону, в которую они были повернуты при создании данных костей. А все они были повернуты в сторону мировой оси X. А если это значение rotate стоит на 100, то эти кости будут изначально при нулевом значении офсета будут повторять траекторию пути. Но производя офсет, мы можем повернуть, изменить этот угол поворота для костей. Таким образом мы сможем сделать какие-то уникальные движения костей. Ну и переходим к свойствам смешивания. Как и как констрейнте, значение данного свойства определяет влияние констрейнта на кости. Mix Rotate управляет тем, как кости поворачиваются, перемещаются и масштабируются для соответствия траектории пути. И у этого слайдера есть несколько опций. Это Tangent, Chain и Chain Scale. Опция Tangent поворачивает кость так, чтобы она была направлена в направлении пути. Это означает, что при изгибе траектории вершина кости, скорее всего, не будет находиться на траектории пути. Вот видите, как здесь. У нас наша вершина не находится на траектории пути. И эта кость не будет указывать на следующую кость, на вот эту кость. Это хорошо заметно, если посмотреть вот на эту связку. Давайте я выделю, поставлю здесь Tangent. Вы видите, что тут вершина кости не следует за следующей костью, так как сама кость направлена в сторону движения пути. Как только путь меняет свою траекторию, кость также вслед за путем меняет свой поворот. Рассмотрим следующую опцию, это опция Chain. Данная опция сначала перемещает кость так, чтобы она находилась на кончике предыдущей кости. Вот эта кость находится на кончике предыдущей кости. А затем поворачивает ее так, чтобы она указывала на следующую позицию вдоль траектории пути, определяемую расстоянием между костями. Если кратко, то все вершины костей соединены со следующими костями и не масштабируются при движении. Когда траектория изгибается, вершина предыдущей кости может не оказаться на траектории. Допустим, вот как здесь, вы видите очень сильный изгиб траектории. И сейчас мы подведем туда кости, и вы посмотрите, что происходит. Вы видите, что вершина кости, вот этой, она не следует траектории вот этому пути. И данная опция полезна, когда кости представляют собой что-то жесткое, например, гусеницы танка. Вот если посмотреть, вот в этом случае, вот на этом изгибе, можно представить, что вот эти кости – это гусеницы, а вот этот изгиб – это край гусеницы. Вы увидите, что эти гусеницы просто, проходя, не масштабируются, а жестко поворачивают.
Ну и сейчас рассмотрим последнюю опцию, это опция Chain Scale. Это то же самое, что и предыдущая опция, только теперь кости при изгибе траектории полностью касаются и вершины, и самой костью данной траектории. А если они не влазят в эту траекторию пути, то кости масштабируются, вот как здесь. Давайте рассмотрим вот этот вариант, и вы увидите, о чем я говорю. Видите, при повороте и вершина кости, и сама кость, они остаются на пути, касаются траектории пути. И так как они не влазят в этот путь своим масштабом, они начинают уменьшаться. Такой вариант используется, когда кости представляют собой что-то гибкое, например, веревку. При использовании Chain Scale все ограниченные кости должны иметь одного родителя, или первая кость должна быть родителем остальных костей. В противном случае отображается предупреждающий значок, а масштаб, применяемым этим констрейнтом, может быть неверным. Вот в этом случае вы видите, что у нас кости находятся в последовательной иерархии. То есть каждая следующая кость является child костью для предыдущей кости. И в таком случае, если мы перейдем в constraint, мы увидим, что рядом с опцией Chain Scale у нас здесь восклицательный знак маленький. Это значит, что у нас неправильная иерархия костей. Если мы эти кости сейчас переместим вот все в первую кость хотя бы, давайте это сделаем, выберем все кости и переместим в первую кость, то, перейдя в данный constraint, вы не увидите этого восклицательного знака. Ну а теперь у нас, конечно, с костями какая-то беда творится, поэтому давайте вернем все назад и выберем другую опцию, допустим, tangent. Если значение параметра mix rotate будет больше 0 и меньше 100, допустим, любое значение поставим 60, то перемещение целевой кости может привести к тому, что вращение внезапно примет другое направление. Это происходит потому, что интерполяция между вращением кости и вращением ограничения использует кратчайшее направление вращения. То есть вы видите, вот в этом случае при перемещении наших костей, позиции наших костей, поворот резко изменяется вследствие вот этой интерполяции. То есть, по сути, он должен был плавно повернуться отсюда вот сюда, в это значение, но так как размер угла от вершины до вот этого значения меньше, чем расстояние от вершины через вот эту сторону до того же значения, то наша интерполяция использует кратчайший путь. Поэтому и происходит вот такой вот сдвиг. Слайдер Mix Translate отвечают за то, насколько сильно constraint влияет на перемещение костей по оси X и по оси Y. Если я уберу значение на 0 в той и другой оси, то вы увидите, что наши кости только поворачиваются сейчас. И поворачиваются они потому, что изменяется направление нашего пути. Если я установлю микс равный 100 по оси X, то наши кости также будут перемещаться по оси X при изменении позиции. Вы видите, что они теперь двигаются по оси X и поворачиваются. Если я добавлю еще ось Y, то наши кости будут двигаться по оси Y. И таким образом, установив какое-то значение пограничное, вы можете добиться того результата, который вам необходим. Данное свойство смешивания может быть анимировано. Ну а флажок Link Sliders перемещает вместе все слайдеры данного свойства. На этом на сегодня все. В следующем уроке разберем ограничитель перемещения. Всем пока!